Вот наша улица с кафешками. Сейчас вы непосредственно смотрите на наш отель, называется он Стерис. Внизу есть кафешка, которую хвалили, у нее было много хороших отзывов, но мы опять-таки тут ни разу не ели, потому что мы все время ели в деревушках, на пляже, где купались. То есть днем мы ходили по ущельям, как-то так у нас получилось. Потом мы ехали на пляж и очень были голодные, поэтому ели сразу на пляже в тавернах. Очень вкусно везде готовят, не могу сказать, что нам прям не понравилось. Как раз таки мы один раз ели где-то в Ретинно, там подальше, ближе к центру, и вот там нам не очень понравилось. А все, что мы ели в деревнях на пляжах, нам понравилось даже очень. Пойдем посмотрим на наши окна. Наше окошко сбоку, 3-й этаж, 3-е. Первое окошко, это мы думаем, что супер номера с видом на море. Они были достаточно дорогие, по-моему, их уже даже не было на сайте. Второе окошко это наши соседи, а 3-е окошко это как раз таки мы на 3-м этаже. Вот уже виден центр старого города Ретинно. Вот он там. Туда мы пойдем гулять сейчас чуть попозже, когда выйдем из номера. Снимаем мы это видео уже, естественно, после того, как пожили тут 4 ночи. В целом нам понравилось. У нас отель 3-звездочный. Все побережье выглядит примерно вот так, как вы сейчас видите. Просто меняются фасады отелей, где-то подороже, где-то подешевле, где-то поинтереснее, где-то не поинтереснее. Но в целом вот это, по-моему, на 4 километра. И отели, которые там вдали, в конце этих 4 километров, стоят на порядок дешевле, чем тут в начале. Так что если посещение каждый день центра старого города не является вашей целью, то вполне можно жить чуть-чуть подальше. И вот по этой шикарной набережной вы спокойно доходите до центра города, вдоль моря. Конечно же, тут практически всегда проблемы с парковкой, но пару раз нам удавалось вставать прямо напротив входа, вот у этого итальянского ресторанчика. Но это не сегодня. Сегодня наша машина стоит там подальше, во дворах. Так что чемоданы нам придется либо извести до нее, либо сюда подъездить. Кстати, освободилось место парковочное вот перед вот этой серебряной машиной. Наша бы маленькая машинка, наша кнопка бы туда влезла. Но сейчас это место, вот смотрите, прямо на ваших глазах займут, потому что места тут на вес золота. В нашем отеле есть небольшой бассейн. Вот он. Он огорожен от улицы таким вот сереньким стеклом, но все равно через это серое стекло, конечно же, все прекрасно видно. Бассейн совсем крохотулечка. Несколько лежаков и бар, пожалуйста, если вы любите поваляться в бассейне. Мы, кстати, видели тут двоих. Они прекрасно себя тут чувствовали. Вот это маленькое оливковое дерево мы тут уже задумали, когда будем в очередной раз гулять, я надеюсь, что мы будем все-таки гулять еще по ущельям, найти пару переспевших оливок, забрать с собой и посадить дома в горшок, чтобы у нас тоже плодоносило маленькое свое оливковое дерево. Пожалуйста, лаванда растет, это, наверное, там дальше либо розмарин, либо тимьян. Не очень я разбираюсь в том, как выглядят травы, но вот такой очень миленький огородик у отеля. А, базилик, да, вот он, базилик. Ну, кстати, тут что-то либо подзасох. Интересно, они его стригут в еду? Да, смотрите, как базиликом можно украшать. Вы догадались сажать базилик в такие горшки, чтобы украсить вход? Этой дверью пользуются гости после 24, и еще она открыта в дни сильных ветров. То есть мы, когда заезжали, были открыты центральные двери. Сейчас вот несколько дней открыта только боковая дверь, для того, чтобы ветер тут все не разметал. Вот такой вот небольшой холл. Люстрочка интересная, да? Ресепшн, за ним сейчас никого нет. И, кстати, еще постояльцы писали, что можно велосипеды спокойно брать и кататься на них. Только я не понимаю, за деньги или нет. Оценка у Booking.com у них вот висит гордая табличка 8,6.
так выглядит ресепшн. Тут нас зарегистрировали вечерком. И сейчас мы тут будем выезжать. Мы, конечно же, на третий этаж не ходили пешком, потому что первый раз, когда мы заехали, у нас очень болели ноги после ущелья Самарийского, где мы протопали 14 километров. С непривычки ноги отказывались подниматься. Вот если вы купите номер с завтраком, то тут у вас будут проходить завтраки с 8:00 до 10:30. Мы завтракали в другом отеле за 9 евро с человека. Лифт открывается интересным образом. Опа! Заходим. Еще, кстати, обратите внимание, собирают тоже на инвалидные коляски детям. То есть это не только российская такая инициатива, по-моему, фонда «Подари жизнь», она, я не помню точно, крышечки собирать. И везде висят санитайзеры, если вы хотите продезинфицировать руки. Вот наш номер, 306, на третьем этаже. Открываем по карточке. Ну, все, кто жили в таких гостиницах, все знают. Карточку вставляем для того, чтобы появилось электричество в номере, например, заработал кондей. Сразу под кондеем у нас маленькая кухонька, совсем небольшая. Что у нас тут есть? Холодильник, в котором еще лежит наша еда. В холодильнике есть маленькая морозилочка. Под раковиной ничего интересного, мусорное ведро, которым мы ни разу не воспользовались, потому что мы нашли другое и в него все складывали. Вода горячая, холодная над раковиной и маленькой плитой, которой мы тоже ни разу не воспользовались. Есть небольшой набор посуды. Это пара тарелок, салатная миска, стаканчики для вина мы решили, это для воды и чашки. Чашки тоже небольшие. И тут вот в двух ящиках есть вот такая посуда. Ну, выглядит все, конечно, уже так как-то, то ли они не сняли эту пленку, забыли. Ну, в общем, как-то странно все выглядит. Ножичек вот такой маленький, резали. Ну, нам хватило. У нас был сыр. Можно готовить при желании, но мы так и не удосужились зайти в магазин, купить какие-нибудь мюслсы и приготовить. Еще была кофемашина Неспрессо вместе с капсулами. Мы тоже ими не пользовались, потому что мы завтракали в другом месте, а вечером кофе мы не пьем. Тут можно включить свет для удобства. И есть вытяжка. Чайничек тоже был в номере, прекрасно работал. Варианты освещения у нас вот такие. Сейчас мы закроем штору. В целом хватает для того, чтобы провести тут вечер. Кровать удобная, двуспальная, подушки небольшие, но нам тоже было удобно, потому что у нас дома небольшие подушки. Все номера, которые выходят на эту сторону, они оформлены одинаково. Мы когда заходили, выходили за эти дни, видели несколько номеров, ну, открытые двери, что на втором этаже, что на третьем, они вот с точно такими же обоями, в точно такой же расцветке. Так, ванна. Ванна — это вообще очень интересно. Отель трехзвездочный, ребята. Теперь внимание. Розетка, чтобы, например, включить фен, она тут. Зеркало там. Как мы должны пользоваться этой розеткой, я не знаю. Еще один большой недостаток этой ванны — это то, что тут совершенно нет места, куда повесить полотенце. То есть вот, казалось бы, сделай на этой стене хоть что-то, где толчок и душ. Может быть, они побоялись, что они там будут мокнуть, не знаю. Из-за этой стеклянной перегородки все вечно проливается. У нас был мокрый пол, особенно если мыться вдвоем. Зеркало с подсветкой. В ванне тоже несколько вариантов освещения. И это прикольно, потому что можно сделать вот так, и получится такой интим. Вот она, подсветка по периметру. Создает такое вечером расслабляющее настроение. Утром, конечно, этого не хватает. Пользуемся всем светом. Свет над зеркалом дает достаточно много
освещение. И вот она, единственная вешалка для полотенец. Как так? Достаточно вместительный шкаф. У нас вот тут вот стало 2 чемодана, чтобы не портить внешний вид комнаты слишком сильно. Вешалочки не очень удобны, потому что нельзя что-то там расстегнуть, повесить, потому что они вот только в этом шкафу. Но это я понимаю, почему сделано, для того, чтобы их не тырили. Ящички эти тоже достаточно удобные, глубокие, я ими пользовалась. И вот сюда тоже можно что-то убрать, если у вас что-то есть, например, там обувь, чтобы она под ногами не мешалась, мы туда ставили ботинки. Тут есть пожаротушение, фен, которым я ни разу не пользовалась. Я даже не знаю, работает он или нет. Ну, какой-то фен. И сейф, от которого у нас не было ключа, по-моему, он за дополнительную плату идет, но мы не брали, и в целом за 4 ночи у нас все вещи в целости и сохранности. Мы не сказали про клевую вещь, тут смотрите, все. Единственное, что она очень сильно светится в темноте ночью, поэтому нам приходилось ее чем-то завешивать, светонепроницаемым. Но если вы нажмете вот так, это значит, вас не побеспокоит. Соответственно, если вы хотите, чтобы убрали номер, нужно нажать сюда. Это возле нашего номера уборщица видит, что сюда пока не заходить. Очень удобно, я считаю. Самое главное, что же у нас тут? Как всегда. Как всегда, самое главное это вид из окна. Кстати, очень интересная ручка, смотрите. Open Close. Если ее открыть, то кондиционер выключается сам. Но через какое-то время он выключится и все. Итак, вид из окна. Пройдемте, прошу, на наш балкон, на котором мы ужинали. Точнее, пили вино. Это называется боковой вид на море, первая линия. В этом море мы ни разу не купались. Мы почему-то ездили по маленьким деревенькам и купались на полупустых пляжах в них. Тут все цивильно, у пляжа есть шезлонги, пожалуйста, если тебя интересует исключительно пляжный отдых, ты позавтракал в отеле, поднялся, сделал все свои дела, какие нужны после завтрака, переоделся, пошел на пляж, взял шезлонг за какую-то денежку. В каждом таком домике, который стоит вдоль побережья, или кафешка, или продуктовый магазин, или сувенирка, а очень часто и все сразу. Кстати, сегодня у нас идет дождь, он с нами прощается, этот город. Ретимно. Мы почему-то решили, что нам очень нужен отель вблизи Ретимно, центра. Тут идти до центра старого города буквально 10 минут. Мы надеемся, что дождь прекратится, и мы сможем погулять и фотографировать старый город. Там есть очень симпатичные домики. Мы единственный раз прошлись вечером за эти дни. Что удобно, то, что есть светонепроницаемая штора. Кондиционер работает достаточно хорошо охлаждает комнату, но в последнее время мы оставляли балкон на проветривание и спали с балконом на проветривании. Это очень удобно, это нам уборщица подсказала, спасибо ей, мы один раз пришли, и он в таком виде тут был оставлен. То есть никто забраться не может, но и комната проветривается. Так как в последние дни на этом побережье порядка 24 градусов, то не очень жарко, а ночью-то и вообще 21, и можно было очень комфортно спать под шум волн. Улица эта оживленная только вечером, днем, где-то часов 10, уже практически никого на ней нет, машин нет, и спокойно можно спать именно под звуки моря. Вот такой вот у нас номер, маленький, уютненький. Мог бы быть немного более функциональным. Отдали мы за него 320 евро без завтраков. И тут сидели сейчас за завтраком в другом отеле, обсуждали, что мы могли бы жить подальше, подешевле и с завтраками. Почему-то мы решили, что нам прям необходимо жить рядом с центром Ретимно. Зачем? Кто его знает. Когда тут парковки везде бесплатные, живешь ты далеко, неважно, сел в машину, доехал, оставил машину, нашел тут место запарковаться и пошел гулять, пожалуйста, без проблем. То есть жить рядом с Ретимно, если вы не планируете туда ходить каждый вечер и любоваться старым городом,
переплачивать деньги за отель, за близость его к центру города, смысла никакого совершенно нет. Лучше заплатить за полноценный, например, вид, ну, на мой взгляд, из окна на море, чтобы был не боковой, как у нас, а прямо вот на эту улицу, на побережье. Все, вот такой вот обзор небольшой нашего номера. Спасибо вам за внимание. Пока-пока.